Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я расскажу вам про объектив-блинчик Panasonic Lumix 14 мм f2.5. Если вы давно подписаны на мой канал и смотрите его, то знаете, что я просто обожаю фокусное расстояние 28 мм. Если не подписаны, кстати говоря, можете это исправить, а если просто случайно сюда заглянули, тоже обязательно нажмите кнопку подписаться. Так вот, 14 мм на микро 4/3 это получается как раз таки при кроп-факторе 2 эквивалентом 28 мм. К большому сожалению, у Olympus нет каких-то объективов с похожим фокусным расстоянием, я имею в виду недорогих и при этом более-менее качественных. Ну, если не считать такой полушуточный объектив, который я, кстати, прям очень люблю, у меня есть на него обзор, 15 мм f8. Но это объектив-заглушка, он такой больше для того, чтобы душу отвести. А вот для какой-то серьезной работы у них объективы, к сожалению, с фокусным расстоянием эквивалентным 28 плюс-минус 30 мм нету. Ну и в этой ситуации Panasonic приходится отдуваться прямо-таки за двоих, потому что другие производители, входящие в систему микро 4/3, ни хрена, в общем-то, не делают, они просто там где-то существуют. В прошлом году у меня выходил обзор на просто замечательный, чудесный объектив Panasonic, который Panaleyka на самом деле, потому что оптическую схему для него Leica делала, это 15 мм f1.7. Он просто замечательно подходит для стрит-фотографии. На мой взгляд, это просто одно из лучших стекол вообще из существующих в системе. Несмотря на его высокое оптическое качество, на высокое качество изготовления самого объектива, на удобство управления им и прочие плюсы, которые у него есть, многих людей может отпугнуть его довольно-таки высокая цена. Ну, я сам могу сказать, что в обзоре в основном я использовал именно аналог от фирмы DJI, который гораздо дешевле. Ну, кстати, разницы по качеству картинки у них вообще нет никакой. Я сравнивал с оригинальным 15 мм f1.7, который сам Panasonic делает. И каких-то отличий я не увидел. Единственное, более-менее какое-то заметное отличие, это то, что у DJI в комплекте идет достаточно простенькая пластиковая бленда, а у Panasonic там металлическая бленда. Ну и мультипросветление у них отличается. В остальном, по качеству именно финальной картинки, когда ты что-то сфоткал, смотришь, сравниваешь лоб в лоб их на компьютере, разницы вообще никакой нет. То есть ни один из них не лучше, не хуже по хроматическим вибрациям, по резкости. Нет, никаких вот таких отличий, каких-то фатальных у них нету. Они прям одинаковые. Но будем надеяться, что Olympus с фокусным расстоянием 14 мм выпустит какой-нибудь Pro-объектив. Когда они уже утрясут свое превращение в OM Digital Solution, потому что сейчас компания Olympus как таковая продала свое фотоподразделение. Но Pro стекло на 14 мм, оно будет наверняка достаточно крупное, светосильное. Это, в общем, тоже не всегда нужно. Ну а сегодня мы поговорим про очень маленький объектив-блинчик с достаточно умеренной светосилой f2.5. Объектив совсем крохотный. Он здорово смотрелся бы, наверное, на мелких Panasonic, таких как GM1 или на серии GF. Я же использовал его на Olympus OMD EM1, и выглядит такой комбо слегка нелепо. Диаметр светофильтра здесь 46 мм, хотя фактически передняя линза, конечно же, гораздо меньше. Весит объектив всего лишь 55 граммов. На нем написано, что произведен в Японии. Байонетное крепление у него металлическое. Хотя вот корпус и колечко фокусировки, вот это вот убогонькое, они сделаны из самого дешманского пластика, который ужасно легко царапается. Минимальная дистанция фокусировки 18 мм, что, конечно, очень удобно для какой-нибудь съемки достаточно близкой. У макро я, конечно, не побежал на него снимать, но мне было действительно прям удобно, потому что я люблю снимать людей и вообще все достаточно с близкого расстояния, подбираться как можно ближе. Ну и думаю, несложно догадаться, что объектив я использовал в основном как раз таки для стрит-фотографии.
Фокусируется он далеко не безупречно, он иногда бывает, что промахивается, при этом еще и достаточно сильно жужжит. И, как мне показалось, объектив не совсем понимает, что в тушке Olympus есть фазовые датчики. Ну, я снимал на Olympus, естественно, и использует, похоже, только контрастный тип фокусировки, который, ну, там тоже, благо, есть. При каждой перефокусировке объектив норовит, ну, так рьяно линзы прогонять туда-сюда, чего за олимпусскими стеклами, в общем-то, почти не наблюдается, за редкими исключениями, но вот панасониковские стекла, они прям все туда-сюда гоняют на Олимпусе линзу. Ну и контрастная система фокусировки достаточно несовершенна, поэтому вот как раз именно в следящем состоянии, поэтому у меня частенько были промахи, когда я снимал что-то в движении, и даже, например, у меня был промах, когда я снимал неподвижного котика, почему-то фокус решил, что задний план ему интереснее, он туда вроде как полетел, но и туда тоже не сфокусировался, и, в общем, все в расфокусе. Ну, тут промах в большей степени, наверное, из-за того, что я достаточно торопливо снимал, пока котик не свалил. Потому что у меня стоит приоритет, на самом деле, снимка, а не фокусировки. Ну, блин, нахрена ждать, пока камера там отдуплится. Лучше просто нажать кнопку и уже как уж там повезет. Ну, как-то я расслабился с объективами от Olympus. Они почти никогда особо не промахиваются, отлично там следят за объектами и, ну, быстро прям молниеносно фокусируются бесшумно. А вот у этого, конечно, блинчика бывают какие-то странные закидоны. Но на дважды кропе, на микро 4/3, если особенно прикрыть диафрагму, то, ну, это не столь критично, потому что даже если ты чуть-чуть промахнулся, у тебя все равно более-менее всегда все в резкости там будет. Ну, и несмотря на то, что объектив, конечно, не молниеносный и не супер быстро фокусируется, и работа линз у него дурацкая, на самом деле он чаще всего действительно попадает в цель совершенно спокойно. Так что сразу скажу, что удачных снимков у меня на этот объектив было гораздо больше, чем неудачных. Также контровой свет этот Panasonic 14 мм f2.5 держит достаточно неплохо, даже если ты его прямо серьезно как-то начинаешь испытывать. Даже в самых жестких ситуациях он не сильно теряет контраст, блики тоже не особо значительные при контровом свете, но при этом вылезают тогда и другие косяки. Очень много хроматических аберраций. По углам всегда на любой вообще диафрагме полная жопа. Ну а если снять что-то вообще против света, то вообще просто вся картинка будет состоять из хроматических аберраций. Я, конечно, понимаю, что многие объективы в такой ситуации растеряются, но не до такой же степени. То есть они там, ну, плюс-минус где-то какая-то хроматика небольшая появится, ты которую можешь там поправить, буквально нажав одну кнопку. Но здесь просто срань полнейшая, просто вся картинка забита хроматическими аберрациями. И вот этот серьезный косяк с аберрациями сохраняется даже в каких-то, ну, очень расслабленных условиях съемки. Они все равно везде всегда есть. Так что для какого-то более-менее адекватного, не знаю, там, пейзажа или городского сюжета не совсем объектив подходит, потому что, ну, блин, он будет порченный этими косяками, вот этими аберрациями, их прям чаще всего очень видно. Можно даже немного поглумиться, потому что хроматических аберраций по углам кадра меньше даже у, блин, практически шуточного объектива 15 мм f8, который состоит из, там, не знаю, 3 элементов. Ну, блин, вы там что, прикалываетесь, что ли, в Panasonic? Ну а также пейзажное применение ему противопоказано из-за того, что, ну, очень сильный разброс резкости между центром кадра и краями. Центр на любых показателях диафрагмы всегда супер резкий, всегда замечательный. Вот к центру вообще никаких вопросов нет, он прям супер. Но стоит немного сместить взгляд в сторону, и резкость
прямо очень сильно заметно падает. Какие-то мелкие структуры вообще сливаются в кашу, а на самом краю просто беспросветное говно. Плюс еще у объектива присутствует неслабая дисторсия. Если отключить в камере коррекцию, можно так прилично ужаснуться. Но в целом расслабленно снимать какие-то окружающие вещицы можно, если ты не требуется тебе какого-то безупречного качества, и ты не собираешься эти картинки там в большом формате распечатывать или там попиксельно разглядывать. Мне этот объектив откровенно не понравился, но не до такой степени, что прям вообще там максимально я его возненавидел и захотел бы сжечь, там, не дай бог, никому бы не посоветовал. Нет, не до такой степени. Потому что, на мой взгляд, для каких-то незамысловатых стрит-фотографий он даже скорее подходит, чем нет. Но, к большому сожалению, каких-то других адекватных сценариев применения я для него не обнаружил. У объектива есть два неоспоримых плюса. Это, во-первых, маленькие очень габариты и вес, даже по меркам микро 4/3, он прям очень малюсенький и легкий. И также очень низкая цена. На вторичке сейчас его можно купить, примерно тысяч за 10. Такую цену он вполне оправдывает. То есть за 10 тысяч нормальный объектив, вопросов почти к нему не должно возникать за такие деньги. Но я бы все-таки порекомендовал, если вас интересует гораздо более высокое качество, но за не там какие-то тоже космические деньги, посмотреть, поискать объектив 15 мм f1.7 по налейку. Можно даже, в принципе, DJI-евский аналог. Как я уже говорил, он вообще никак не отличается по качеству картинки, так что можно смело его брать. И на вторичке сейчас у него там средняя цена 20-25 тысяч. Ну да, это в 2 раза дороже, но у него и качество картинки там не то что в 2 раза лучше, а может быть и во все 10 раз лучше. Так что вот таким образом можете сориентироваться. Если не хотите больше 10 тысяч тратить на объектив 28 мм на микре, можно смело брать этот объектив 14 мм Panasonic f2.5, и он решает большинство каких-то таких легких задач, которые не требуют сверхкачества. Но если нужна прямо вещь, то тогда все-таки обратить лучше взор на 15 мм f1.7. Ну, я надеюсь, обзор был вам полезен, так что не забудьте лайк поставить, подписаться, ну и, собственно, пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Пока!